точнее записки. Привет, народ! Сегодня я хочу закончить тест-драйв инкубатора матрицы Vegas. Ну или точнее подбить в кучу, свести все те нюансы, которые я выявил при его тестировании, те плюсы, которые выявлены, и те минусы, к счастью, вполне устранимые, которые я обнаружил в процессе эксплуатации данного инкубатора. Плюсы. Очень небольшая цена. Бюджетный такой вариант исполнения, конечно, но тем не менее цена с качеством совместима, соизмерима точнее. По своей цене он может конкурировать с китайскими агрегатами, которые по качеству на порядок хуже, чем по своим функциям, чем данный агрегат. Большое количество яйца, которое можно заложить как минимум 90 штучек. Легкий агрегат. Очень хорошо держит температуру. Даже несмотря на то, что находится у меня на лоджии и нижний градиент температуры ниже указано в ЗТХ, то есть там 17 градусов указано, у меня там температура опускалась при проветривании до 11-12, тем не менее температуру в 37,8 держит четко. Наличие внешних источников воды, которые можно менять, не залезая в сам инкубатор, хотя в принципе, как я уже говорил, в Упере есть возможность доливать ванночки просто более часто. Есть возможность подключения аккумулятора. Очень достойный агрегат, а за свои деньги вообще замечательный. То есть у меня один из зрителей спрашивал, стоит ли покупать данный агрегат. Если вы рассчитываете на агрегат данной ценовой категории, то да, бесспорно. Минусы, которые я выявил и, скажем так, устранил в процессе эксплуатации данного агрегата. Очень неудобное расположение бутылок с водой по бокам, то есть занимает много места. Я перенес их в торец, и нормально все получилось. В видео это было показано. Следующий минус. Вот эти самые бутылочки, про которые идет речь, они сделаны очень из мягкого пластика, и когда пытаешься чуть-чуть тепленькой водички долить, с тем, чтобы не было дисбаланса, они сразу становятся очень мягкими, ими невозможно пользоваться. И при заливе воды, при установке полной бутылочки на базу, очень большое количество воды проливается. Я заменил эти бутылки на более плотные, большего объема. Все получилось. Маленький, значит, комментарий. Хватало вот этих 1,5-литровых бутылок на примерно 6 дней. Четко на 6 дней хватает при установке системы увлажнения в положение 55%. Ну, вот самое минимальное, с двумя, соответственно, ванночками. Ну, возможно, даже на 7 хватит, но на 6 дней железно хватает. Это 1,5-литровые бутылки. С 2-литровым еще не экспериментировал, тем не менее, я так подозреваю, что будет срок увеличен примерно на 8-9 дней. Но это уже критично, в том плане, что уже с 7-го дня надо осуществлять принудительную вентиляцию, которой там нет. Вот это может быть минус, но с другой стороны за такие деньги. Это не Ева-82, который челябинцы там производят, который тоже, насколько я смотрел по тестам, достаточно еще сырой. Вот. И еще один очень большой минус, который я выявил у себя лично на лоджии. Не знаю, возможно, если у вас там будет стоять инкубатор супер-пупер таких эксклюзивных условиях, без пыли в воздухе, такого и не будет. Но у меня на ванночках, они достаточно широкие, скапливается пыль, которая образует пленку, которая мешает испарению влаги. Я заметил, что когда пленочка лежит, влажность падает в непосредственном инкубаторе. И за этим надо контролировать. Ну и очень хрупкий пластик. Так или иначе. Плюс еще один минус. То, что вот эта крышка, которая закрывает полость инкубатора, не дает возможности обозревать всю площадь яйца. И, соответственно, приходится ее открывать, чтобы посмотреть, что же там с яйцом происходит. Ну,
вот этот минус я исправить лично пока не смог. Ну, там единственное, что вот такую же крышку сделать из поликарбоната десятки, допустим, или, допустим, возможно, у кого еще со старых запасов, надо, кстати, мне самому посмотреть, а остался пластик прозрачный, вот его можно применить. Я так подозреваю, что термоизолирующие свойства там будут ничуть не хуже, то и лучше. Ну, в общем-то и все. Вот сейчас к ролику, там все это дело заснято в натуре. Сегодня у нас 27 число, 5 дней инкубации. Уровень воды показать. Уровень воды в бутылках не одинаковый. Ближние ко мне бутылочки расход больше, в дальние меньше. Еще на пару дней воды хватит. Дальше будем заливать. Хотя, в принципе, залью сейчас. Я просто хотел посмотреть, на какое время хватает запаса воды. Влажность установлена с двумя бутылочками 55%. Соответственно, при наличии аккумулятора уверенность в том, что с электричеством проблем не будет, и полностью залитых водой бутылках можно на неделю инкубатор смело оставлять, ехать куда-то по своим делам, отпуск, командировка. Вот. И потом, возвращаясь, уже смотреть, что там получилось. Но я думаю, что неделя за глаза автономности данного агрегата хватит. Если дальше, то необходимо будет увеличивать объем емкостей системы увлажнения. Ну, те же бутылки стоят, но объемом пластиковые они там бывают 2-2,5 литра. Единственное, что вот этот корпус жесткости раздвинется, не раздвинется, я пока экспериментировать не буду. В общем, пока в стандартном исполнении неделя автономности. Единственное, сразу говорю, кто впервые будет инкубировать, не забывайте, что начиная как раз таки 7-го дня после первого скопирования на предмет оплода, развития эмбрионов в заложенном яйце, после этого каждый день необходимо осуществлять проветривание, так как данные функции в автоматическом перечне изысков данного агрегата отсутствуют. Необходимо будет открывать и проветривать яйцо. В противном случае могут быть проблемы с развитием. В продолжение сюжета о тестировании инкубатора матрицы Vegas хочу рассказать о двух негативных вариантах, которые я выявил в процессе его эксплуатации. Первое, то, что вот эти вот бутылочки, несмотря на то, что обладают каким-то там корпусом, очень неудобные. При смене воды всегда проливается. Мой маленький совет, вот под эти вот пластиковые формочки ставить какую-то емкость, типа ванночки, чтобы если вода вытекала не на пол, не куда-то под инкубатор, а куда-нибудь вот в эту самую емкость, чтобы можно потом было эту воду убрать. И второй момент. Дело в том, что вот эти ванночки, сверху вода покрывается пленкой, как пыль получается, которая оседает в результате того, что берется с наружного, я подозреваю, с наружного воздуха все это дело. Вот такая пыль, которая мешает испарению влаги, и влажность падает. Следите внимательно за этим моментом. Контролируйте с тем, чтобы не потерять птицу на выходе. Вот такие два нюанса. Ну, единственное, что не могу понять, откуда эта пыль. В том инкубаторе такого момента нет. То ли где-то что-то внутри конструкции еще не все выветрилось, новый инкубатор. То ли все-таки действительно на лоджии стоит у меня это дело. И периодически проветриваю, с улицы пыль заносится. Ну, так или иначе, вот такой нюанс существует. И учитывайте его. Сейчас будем продолжать инкубацию. Ну что, заканчивая тест инкубатора матрицы Vegas, хочу показать, собственно, вот тот нюанс, который вывел в процессе эксплуатации. Во-первых, бутылочки очень мягкие, которые в комплекте. При их смене очень много воды проливается. Вот яркий пример, я только что поменял ванночкой воды полную. То есть пока поменял, вода вылилась. Поэтому сейчас буду менять эту бутылку на более плотную, из-под токсикового, по-моему, большего объема. Вот. Будем надеяться, что там более удачно все это хозяйство получится применить. Ну а так пока еще цесаря-то, ну яйца, пока еще цесаря крутится, вертится, осталось там 6 дней, скоро должны вылупиться.
Яйца остроорков, которые лежали здесь месяцы с орятами, уже проклюнувшись. Не все там, ну, часть яиц проклюнулась. Так что, в принципе, можно сказать, что удачный эксперимент. Сейчас вот мы только заменим бутылок. Покажу, как это происходит. Ну вот, собственно, как выглядит штатная бутылочка. Видите, она по каким-то причинам превратилась в вот такое искореженное сооружение. Ну вот я взял более плотную бутылку, большего объема. Сейчас будем ставить ее. Ну, спокойно снялась вот эта вот металлическая опалубка. Нужна она, не нужна, но она все-таки встала на вот эту бутылку. Вот так она стоит. Сейчас вообще ни капли не пролилось. Бутылка жесткая, не бегает. И очень удобно было поставить. Так что рекомендую заменить штатные бутылочки на бутылки как минимум из более плотного пластика. Ну вот, произвел я замену обоих бутылок на более плотные, на бутылки большего объема и большей плотности. Вот так это дело выглядит. Вот так выглядит бывшее употребление. Родные бутылочки, обе они деформированы. Очень тонкий пластик. Это, скажем, кивок в сторону производителя. И когда пытаешься налить хотя бы чуть-чуть подогретой воды, чтобы не было дисбаланса температуры, они вообще становятся пергаментными, очень ломкими и неудобными. Вот. Ну а здесь как бы более плотный пластик и, помимо всего прочего, вместо 3 литров 4, по-моему, литра получается воды. На литр как минимум больше. Вроде как 2-литровые эти бутылки. Вот. Так что вот такой вот небольшой совет. Кому ролик был полезен, кто что-то взял для него, для себя нужное, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за внимание.